Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Второй прогноз на следующую неделю. Давайте смотреть. Следующая неделя с 25 по 31 мая. Это уже конец весны, так что посмотрим, что эта неделя нам покажет. Вернее, что карты про нее покажут, да. Ну и неделя сама тоже. Хочется чего-то хорошего, хочется чего-то зажигательного, да. Либо уже наконец-то, чтобы что-то закончилось, то, что не нравится, и начиналось, что вот с первого дня лета, да, что-то такое, теплое, хорошее. Ну давайте посмотрим неделю. Беру старшие арканы. И один старший аркан — это будет общий энергетический фон следующей недели. Вот эту карту возьмем. Дальше. Послание стихий. Неделя с 25 по 31 мая. Послание стихий. Стихии, что вы скажете? Угу. И гексаграмма «Книга перемен». Прочитаем ее в конце расклада. Сравним, что она скажет и что скажут эти карты. Вот. И будем делать выводы, да? Что там за неделя ждет. Итак, гексаграмма. Вот такая вот оранжевая. Угу. Прочитаем в конце расклада. Так вот здесь. Ну, давайте с общего энергетического фона начинать. Итак, неделя с 25 по 31 мая. Верховная жрица. Неделя больше как под влиянием энергии, которая требует не скорости, а осознания, осознанности, осознанных поступков, понимания чего-то. Верховная жрица никогда никуда не торопится. Она уже многое знает и проверяет, знаешь ли ты, даст ли она тебе зеленый свет, либо закроет еще на какое-то время дорожку. Верховная жрица, она сильная карта. И энергия общего фона, да, вот с 25 по 31 мая, но это действительно как неделя проходит под влиянием энергии, требующей не скорости, а осознанности. После бурных событий, допустим, начала мая, наступает время переоценки. Важно понять, туда ли вы бежали, не туда ли вы бежали, да, в этой жизни. Влияние вот этого вот аркана указывает на необходимость соблюдения каких-то собственных личных традиций, закона своего вот собственного, да, что можно, что нельзя, либо что хочу, что не хочу. Вот что вы считаете? Вот ваше как будто бы личное кредо, да, ваша личная душа. Вот что на душе у вас? Может быть, закона, может быть, какого-то там. Например, вы скажете, вот я по своему закону не бегу через дорогу на красный свет. Вот такое вот жизненное, да, но все-таки это же ваше. Вот что-то такое идет вот по Верховной Жрице здесь. Может быть, по работе что-то будет меняться, и как будто вы что-то поймете, да. Может быть, закончите, может быть, с чего-то начнете на новое переходить. Вот внутреннее ваше состояние с общим энергетическим фоном, оно даст как будто бы вот как корешки растению, как основу, как базу для новых процессов, для какого-то старта, для каких-то начинаний. Это очень хорошее время для завершения дел. Вот. Старт можно продумать и кое-что, да, начать. Но, скорее всего, здесь больше как заверши, что не завершил, и запланируй сначала маленькое, и вот оно как будто пойдет. Вот пойдет, и ты так будешь доделывать, так радоваться этому. И не торопись на что-то большое пока что. Потому что к большому тебя сама Верховная Жрица приведет. Ну-ка. Хочу уже по старшему аркану здесь
пару карт достать. Как никогда практически и не... Ну, колесница. Не достаю больше здесь, но здесь тоже захотелось. Дама мечей, собственное понимание. Мужчина, если вы смотрите, ну тоже как бы мечевую такую вот осознанность берем на себя. Здесь получается, что немножечко нужно подумать перед тем, что вы будете делать, планировать, с кем разговаривать. Знаете, здесь больше как подумать над тем надо, чтобы довериться своей интуиции и не пытаться форсировать события. Вот что-то в этом роде. Очень странные карты, ну, в принципе, карты обычные. В принципе, карты обычные, но очень странная энергия. Вот она как будто бы вот как жужжит, как будто бы что-то вот жужжит такое. Что-то вы на следующей неделе очень интересное либо услышите, либо что-то увидите даже. Но это будет что-то интересное, вот что-то такое захватывающее. И этот момент, это как знак, что ли, или как посыл, или как вот с этого момента, как что-то откроется. Вот как эта книга у нее на коленочках. Ага. Вот такая карта. Так что вот так. Никуда не бежать, не торопиться. Планы строить по чуть-чуть. Тогда будете очень сильно радоваться. Знаете, такое впечатление реально, что эта карта силы. Очень большой, хоть и верховная жрица, да, но очень большой силы для вас. Что-то заканчивается для того, чтобы что-то началось. Но началось очень хорошее. То, что давно ждали. Буду смотреть по кубковой масти, но здесь что-то в душе перевернется. Ну давайте дальше смотреть, да? Давайте дальше смотреть. Так, жезловая масть, первая стопочка, это планы, реализация планов, действия, поездки, встречи. Не, ну карта очень с сильными энергиями. Верховная жрица. Вот обычные карты, да, но энергия от них какая-то такая необычная идет, как будто бы гроза, как будто бы такой свежий воздух. Вот знаете, как после грозы, да, вот такой вот воздух. Вот что-то вот в этой неделе. Это, да, может быть, у кого-то и гроза будет, может быть и так, может, у кого-то уже давно грозы есть, да, идут, весь май, допустим. Ну, смотря кто где и как. Но здесь больше я имею в виду, что вот ассоциативное что-то будет. Как будто действительно что-то такое вот ёкнет, что-то такое вот откроется. По вот этой карте здесь встречи будут, и встречи будут интересные. Конец мая — это как будто период высокой такой социальной активности. Видите, тут и птичка, и посыл от нее, и человек ждет, хоть и есть забор, может быть забор непонимания, может быть забор каких-то проблем, но все-таки это большая активность, это интересная энергия. Еще могу даже сказать, что вот с 25 по 31 там будет активность Меркурия, ну вот если в гороскоп туда влезть, да, который будет находиться в знаке Близнецов до 1 июня. Ну это я так, на всякий случай, почему-то мне это как посыл пришло, поэтому говорю, обычно не разговариваю, да, не говорю вам про гороскопы вот эти. Но здесь действительно так. И если вы Близнец, то у вас вообще будет неделя просто ух. Берегите себя и берегите свою энергию. Если вы не Близнец, то здесь все равно вас эта энергия будет очень сильно вот окутывать.
Она, вроде как карты говорят, не торопись, верховная жрица такая тихая, спокойная, да, ну, со стороны наблюдает. Вот и ваша энергия должна быть такая. Хотя вокруг будет очень много энергии с разных сторон. С разных сторон. Здесь идет и темная свечка, и светлая свечка. И еще и посыл сверху. А сверху это значит подсказки, это значит очень сильные вселенские какие-то порывы такие, да, которые вас будут просто вести куда-то, какое-то событие будет интересное. Но вот до 1 июня у вас точно вот как какой-то интересный порыв, момент. Нет, не убегайте далеко, хочется сказать. Неделя, она отличная для переговоров. Она отличная для обучения, для сдачи каких-то экзаменов, для сдачи на права, для подачи каких-то документов, планирования на будущее, опять же, по каким-то документам, поездкам. Отлично. Главное, не бегите. Не бегите, сломя голову. Все будет в свое время. Как будто бы высшие силы, они берут на себя ответственность и будут вести вас в свое время. Не будете бежать, все правильно сделаете. Вот как-то так карты хотят крикнуть прямо. Да, какие-то поездки будут просто шикарные и самые лучшие короткие поездки. Если у вас длинная, далекая, длительная поездка, да, опять же, будьте осторожны, будьте внимательны на каждом повороте, как говорится, образно говоря, а может даже и нет. Вот. А короткие поездки вообще столько всего принесут интересного, познавательного, как будто душа расслабится. Вот. И, кстати, перед какими-то еще лучшими, интересными событиями. Торговля. Хорошо. Вот кто с торговлей связан, торговля хорошо пойдет. Да. Тоже по этому поводу планируйте. Угу. Возьму эту колоду опять. Сейчас посмотрим еще. Это план и реализация. С 25 по 31 мая карты рассказываете. Отшельник выходит, король, пентаклевый, тройка кубков. Вместе эти карты говорят, что вы выходите из одиночества. Вторая, особенно половина недели, будет идеальна для важных решений. И опять же скажу, подписание каких-то документов, особенно если они были подготовлены заранее, когда вы сами по себе думали, гадали, делали, бегали и кто-то помогал. Но вот вторая половина недели просто превосходно к этому ложится. Помните, что есть в вашем окружении человек, который очень сильно вам поможет и подскажет, если что-то не так. Обращайтесь. Вот. Энергия способствует новым знакомствам и восстановлению старых связей. Да, такое тоже тут есть. Как огонек на пути открывается. Вы выходите из отшельников, потому что вон сколько народу выходит здесь. Не мелкие карты, а хорошие. Тройка кубков — это компания, король — это сильное влияние, сильная энергия человека, так что здесь много хорошего. Да, кто-то по старым связям пробьет себе что-то очень важное, так что да, вспоминайте, и это поможет. Кто-то, может быть, я говорю, вот здесь буду смотреть, помиритесь с кем-то, может быть, наоборот, расставите все точки над и все, и до свидания скажете. Но здесь удачное время, очень удачное время для вот решения своих затянувшихся проблем. Именно с 25 по 31 мая. Будем смотреть, что уже там с 1 июня будет. Обязательно, может быть, там продолжение будет всех этих решений. И дай бог, чтобы только на пользу, да? Ну, вот как-то так. Еще скажу, удачное время еще для командировок у кого-то будет и переездов. Если переезды планировали,
вот, то прекрасное время. Если спонтанно, то лучше подумайте, хотя бы несколько дней, началу недели, а уже под конец, да, что-то решайте. Ну и только если на неделю берем. Лучшие самые дни для, ну давайте еще одну карту достану, для вот этих планов, действий, встреч всяких, да, пятерочка. Но это больше как 27-29 мая, да, где-то так. С 27 по 29 вот пятерка. Больше я здесь эти числа вижу. Именно по этой карте. С 27 по 29 самые лучшие дни. Вот. Остальные тоже будут хорошие. Но там надо несколько раз подумай, а потом делай. Вот как-то так. Что еще здесь карта скажет? Ну вот они, разговоры, встречи по семерке, двойка пентаклей, это опять же разговоры, примирение, либо ставите точки, каждый в свою сторону. Ну, неделя зажигательная, главное не торопиться. Главное не торопиться. Подвешенное состояние где? Этот паж пентаклей, да, маленькие. Ну, подвешенное состояние, больше думай о каких-то своих начинаниях. И меньше торопись. Однозначно по пажу и вот этому подвешенному. Давайте дальше смотреть по поводу денег. Ну, карты по-любому сейчас еще что расскажут. И поэтому тоже. Так, мы смотрим, это пентаклевая масть. О, опять эта карта, как-то она уже выходила, да? Опять эта карта, вот. Ну, в принципе, по Верховной Жрице вместе с этой картой, вместе соединить, финансовые перспективы расширяются, но требуют, опять же, сдержанности. Видите? Они расширяются, потому что необычное и спонтанное, да, может быть, но все-таки нужно, опять же, подумать, прежде чем тратить, либо отдавать. А то останешься у разбитого корыта, еще и плакать будешь под дождем. Но они расширяются. Она не просто так вот с этой картой выходит, Верховная Жрица. Если бы здесь была, ну, допустим, не знаю, что-то такое вот как высшие силы, допустим, да, 20-й аркан, то было бы так, что вам послание, вам посыл и определенное, ага, то делать, то не делать. А здесь нет. Здесь твой шаг придет к тебе в самый подходящий момент. Даже не надо думать и загадывать наперед. Планируй, живи, радуйся. Может, где-то действительно эти все планы отложи и отдохни. Но у тебя именно энергия недели, она будет, ну, такая вот твоя родная. Как будто ты в свою стихию попадаешь. Уж извините, что я на «ты» перешла, как будто я с каждым из вас отдельно разговариваю сейчас. Я уже вся в этом вот посыле, вся. По вот этой карте еще, смотрите, есть шанс, потому что есть у вас проблемы, есть переживания, что не хватает денег, либо где-то не заплатили, не доплатили. Может, даже кто-то из вас, вот я вижу по этой карте, да, ушел с работы, может, даже уволились, перешли на другую, а на той прежней до сих пор еще не доплатили. Еще зарплата, ого-го, догоняет вас, как говорится, там, или доход какой-то, да. Вот такое даже у кого-то есть. Ну, у кого-то просто не хватает на что-то, хотите накопить, хотите увеличить, потому что отдаете реально себя сильно. Отдаете вы себя сильно, вы себя не прячете. Ну, вот. И с Верховной Жрицей карта говорит, что на этой неделе есть шанс увеличить доход благодаря удачным сделкам. Но здесь совет большой. Избегайте демонстративных и импульсивных действий и трат. Видите, он как бы и дождик тут, и все-таки грибок его закрывает, да, чтобы он не намочился. Вот. Но это значит, что не лезь, где тебя могут намочить.
и еще и молнией ударить. Делай то, что делаешь, потихоньку, и у тебя деньги будут рядышком всегда и преувеличатся. Ну, давайте еще посмотрю этой колодой, да. И перейдем потом на эмоции. Это влюбленная карта. Император. Кто-то у вас в долг просить будет. Ну, еще король. Смотрите, мужчина. Мужчина, если смотрите, император. Это для всех здесь общая энергия, как человек, который вам в чем-то подскажет, посоветует. Это сильный человек, разбирающийся в документах и финансах. Он вам что-то подскажет и поможет. Вот именно мужская энергия идет. Для девочек, моих хороших, король посохов — это опять же больше как ваша энергия. Так что мужчины, женщины, да, берем вот это вот за свою энергию. Здесь что мужчина, что женщина, но надо быть сильной, ответственной, и ты не пропадешь. Ты действительно получишь тот шанс, чтобы в конце концов потом расслабиться и отдыхать. Вот здесь нужно будет, да, немножко себя, ну, вот под контролем держать. Пересмотрите свой бюджет, еще карты говорят. Закройте мелкие долги, карты говорят. Ну, потому что король посохов — это огонь. Король огня, огненная стихия, да, это как бы ну, сила. Это сила. И у вас есть эта сила, чтобы пересмотреть бюджет, закрыть мелкие долги. Потому что в конце месяца ситуация начнет выравниваться в лучшую сторону. И вам вот эти вот огрызочки не нужны. Что-то там надо доделать, еще не доделал, да. Например, какое-то недостроенное, что-то недочиненное, недоубранное. Куда-то надо доплатить. Если есть возможность, с последнего делаете для того, чтобы начинать конкретно получать свое и очень много. Ну, смотрите сами. После всего, что я увидела здесь, да, как посыл такой вот, смотрите все равно сами. Я сказала то, что вижу. И вы себе уже берите то, что ваше, ваше, то, что не ваше, не ваше. Ну, причувствуете, по-любому чувствуете. Вот. Если считаете, что нет, я хочу по-другому, ну, пытайтесь, попробуйте по-другому. Энергия по-любому откроет для вас новые возможности и горизонты. Но энергия хочет вас уберечь от черной свечи, от черного момента, который, да, может внедриться в вашу жизнь. Поэтому подсказочки опять же идут в этом раскладе. Давайте дальше, да. Кстати, двойка пентаклей — это когда наконец-то вот оно одно, второе, но наконец-то выравнится реально к концу месяца, вот на этой неделе, да, многое выровняется в лучшую сторону. Вот так. Дальше. Вот кубковая, дошли, да. Кубковая масть. Это эмоциональный фон следующей недели. Отношения, встречи, желания какие-то. Где-то, может быть, поплакать придется. Где-то, может быть, посмеяться вовсю. Есть и так, и так. Так и выходит. Так и выходит здесь. Пятерочка чаш, да. Ну, здесь как будто в неделе действительно располагает, реально располагает по пятерке чаш к романтике. Но и не забывайте, что есть моменты, когда нужно себя закрыть, а есть моменты, когда нужно себя открыть. Вот не забывайте, что вы живете в этой жизни. Что бы вы хотели? Конечно же, наверное, раскрыть себя уже и успокоиться. Поэтому 100%, 1000000%. Эта неделя реально располагает к романтике, располагает к примирению и к честным разговорам. Для многих из вас это большой-большой шанс перевернуть вот из книги страничку, да, на новую жизнь, на новые отношения и на новые действия, на новые какие-то вот впечатления, ощущения. Мне нравится то, что говорят карты. Есть загвоздочки, но ничего, прорвемся.
Вот. По поводу финансов, да, тоже будьте аккуратны. Будут просить у вас взаймы, либо кто-то не додаст сдачу, тоже проверяйте. Но у вас не украдут. Следующая неделя закрыта таким большим сильным занавесом, как бы занавесочкой, да, скажу, по Верховной Жрице, потому что она как бы тоже вас толком и не открывает. Это закрытие, это оберег ваш, скажу еще так. Да, в конце расклада волшебные слова обязательно проговорим, чтобы все получалось. Вот. Предупреждение есть, но в долг, да, можете давать. Говорите просто: деньги даю, свое не отдаю. Но на следующей неделе нет, у вас не поворуют, чтобы прям аж весь поток денежный, нет, такого нет. Вы единственное, что можете слишком сильно переживать по поводу каких-то дел, вот опять же потерь, да. Карта говорит: не надо, не надо. У тебя, сколько всего впереди, и даже если ты что-то потеряешь, по-любому к тебе вернется состариться, как говорят, да. Ну, по-любому вернется, потому что, как это сказать, как откупление будет. Может быть, даже вы этими денежками откупитесь через даже тех воришек, откупитесь от чего-то плохого по черной свечке. Может быть, где-то спотыкнетесь, упадете, не дай бог, как говорится, вот должны, да, а вы раз там и какой-то копеечкой откупились, все, вы уже не спотыкнетесь, вы уже прошли, обошли и перешагнули, даже не увидев, что есть какой-то камень большой там или дырка в асфальте, да, ну что-то в этом роде. Я говорю образно, потому что, ну, вижу общий фон, даже после вот этой карты здесь, ну, потому что расклад общий. Но по-любому что-то ваше здесь 100% промелькнет, и вы не допустите чего-то плохого, а чего-то хорошее возьмете. Вот так вот. Что еще здесь? Для многих из вас это большущий шанс, да, действительно перевернуть. Да, действительно перевернуть новую страницу в отношениях, либо в каких-то делах. Сейчас я возьму еще ту колоду, посмотрим. Так, что ты скажешь? Ну, десятка пентаклей. В принципе, это, как я говорила, что денежный вопрос неплохо так. Даже если где-то потеря будет, все равно все вернется, да еще и со сторицей. Ну, карты силы выходят. О, дьявол тут выходит, а после тебя кто? Ага, мужчина, король посохов, король огня, огненная стихия ответственности, огненная стихия новой дороги. Понятненько. По эмоциям может на следующей неделе ощущаться легкая усталость из-за смены сезона. Да, такое даже может быть. Но эмоционально неделя, она теплая и конструктивная. Я бы сказала, ну здесь по-другому ну никак не скажешь. Ну вот это только может быть то, что сезон меняется, да, весна на лето. Ну, либо, может быть, какие-то отношения будут, да, немножко грузить. И здесь опять же сказать можно им: давай потом про тебя подумаю, да, сейчас я отдыхаю. Либо, может, даже вот действительно как помиритесь вы с этим человеком, с которым вот в ссоре. Сильное примирение будет, на стабилизацию по десяточке. Но смотрите аккуратнее, не дайте слабиночку себе. Если что-то вам не понравится, лучше подумайте еще раз. Если все-таки все будет хорошо, все, дерзайте. Ну, как-то вот так. Я не вижу ничего такого вот по всем этим картам, какие бы они здесь ни выходили, но в энергии, да, от них, даже дьявол вышел, я все равно не вижу чего-то такого конкретно плохого. По поводу отношений, это отличный, кстати, даже дьявол и король идет, да, вот страсть. Страсть со своим интересным человеком, со своим любимым, может быть, да, как кто-то новый появится в вашей жизни, может быть, именно вот на этой неделе. Но здесь по вот этому дьяволу и королю больше как идет совместимость страсти. Отличный период для встреч, свиданий, разговоров по душам, да. Если были конфликты, серьезно, вот самое время их уладить, если вам это надо. Ну, как-то так.
Очень сильная сила здесь. Так что не надо расстраиваться по пустякам. Пятерка чаш в основном оглянись назад, у тебя куча всего еще впереди. Зачем ты смотришь на то, что уже разбито? Вот и все. По поводу родственников. Могут быть какие-то конфликтные ситуации по поводу родственников, но они тоже дадут какой-то ответ вашей душе, вашему желанию, может быть, даже. Вот такое. Очень много, кстати, у вас переживаний. Вот опять мужчина выходит. Очень много переживаний по поводу... Еще мужчина выходит. Сколько мужчин около вас, а? Мужчина? У вас тоже много мужчин рядом. Компания, родственники, может, дети. Вот есть переживания по поводу каких-то новых дел. Вот новые дела. Хочется все отбросить, а все равно они как будто одно за другим тянутся. Вы справитесь. Вы справитесь. Эта неделя как раз как зажигалочка. Вы справитесь, вы действительно справитесь. Это девятка пентаклей. Вы выходите на свою прямую. Очень хорошие карты идут. И башня. Когда старое рушится, а новое наконец-то начинает строиться. А башня тоже может именно все, что я сказала, как раз и описывать. Потому что да, где-то надо разобраться, где-то поставить точку, где-то потушить огонь, где-то наоборот сжечь дотла, да, подмести и новое строить. Вот прекрасная неделя, просто прекрасная. Давайте я спрошу вот такой вопрос. Хотя вот здесь сейчас буду тоже уточнять еще, но все равно хочу сейчас спросить. Что вас может очень сильно ранить или расстроить? Это посмотрим и здесь, но я хочу сейчас. Какая карта! Давайте дальше. Хорошо. Сейчас. И последнее, третье. На что обратить внимание, чтобы не допустить плохое? Раз это выходит, значит, можно изменить какую-то черную свечечку. Четверка. На что обратить внимание? Это что-то в доме. Чтобы получить свое счастье по тузу кубков, это радость, благополучие, здоровье крепкое, радость за то, что у твоих родных хорошо все, да, вот мир, гармония, благополучие, ну все такое чистое, хорошее, вот душа радуется. Что-то в доме надо изменить. Здесь эта карта больше говорит, чтобы не допустить свое угорание, или как это говорится, да, когда ты все потухло, вот, или потух, да, вот мужчины, нужно что-то из дома вынести, либо в доме что-то изменить. 4 жезла — это четверка, это 4 стены твоего дома. Твои ощущения, они же самые открытые именно в доме. Ощущения именно в доме. Что в доме не так? Я говорю, я сразу еще это не открывала, и уже вот это вот почувствовала. Единственное, что скажу здесь однозначно. Вы идете к своей победе. Да, может быть ситуация, которая просто вас может выбить из колеи. Может быть, новость плохая будет. Может быть, человек просто будет плакать, и вы кому-то поможете. Может быть, у вас по работе будет очень сложный период, с какими-то другими людьми вы должны будете решать какой-то вопрос. Да, будет такое. Но здесь все равно, если после этой карты идет вот такой туз, и здесь вот как в доме, да, в дом ваш идет возобновление, вот возрождение, вы в дом приносите удачу, вы в дом приносите что-то новенькое. Знаете, самое главное, выкиньте что-то старое, что вас уже просто вот измучило. Найдите хотя бы малюсенькую вещичку. И скажите, с этой вещью выкидываю все, что уже все вот должно уйти вот туда. И вот с этой вещичкой вы выкинете грязь, которая скопилась там. Грязь я имела в виду энергетическую. Зависти, пожеланиям других людей в вашу сторону,
еще чего-то там. И после этого, в этот же день, купите что-то домой. Принесите через порог, когда выходите. Я выкидываю всю грязь из своего дома. Любыми словами говорите дальше. Когда приходите с новой вещичкой, я заношу с этой новой вещичкой всю чистоту в мой дом. Чистоту, свежесть, опять же, своими словами. Это, знаете, когда руки спиртом протереть, да, вот надо квартирку так почистить. Просто я это почувствовала еще здесь, даже не открывая вот это. Поэтому и достала. Вот так вот бывает. Конечно, черная свечечка там не так просто вышла. Ответ на вопрос конкретный здесь. Но в доме, да, вот вы как будто меняете, как выкидываете и заносите свежую волну удачи, давайте так скажу, да, свежий ветерок. И денежки, и новости хорошие, радостные, и сердечко здоровое. Вот так вот. Все, теперь дальше, да, теперь точно дальше. Ну, а сейчас здесь посмотрим острые моменты с 25 по 31 мая. Это тоже уже как-то было, но с этими картами это больше говорит реально. Что-то надо вот как вбить гвоздь, либо наоборот его вынуть, а потом обратно поставить. Вынуть старый гвоздь и вбить новый. Образно говоря, образно. Вот. Ну просто вот нервы зажаты. Нервные окончания зажаты. Хочется отдыха, хочется какого-то чистого пространства вокруг себя. Хочется, чтобы люди уже своими делами занимались и не лезли в вашу жизнь, да, ну и вы тоже не переживали за окружающих. Что-то вот такое здесь идет. Карты указывают на большую возможную смену правил игры. Вот здесь вот. Что может вызывать легкую даже панику. Вот видите, нервы, говорю, оголены как будто бы. Острый момент. Это если в быту посмотреть по этой карте, это поспешные ваши решения, это острый момент, основанные на эмоциях, а не на фактах. Так что да, будьте аккуратны. Поспешные решения, основанные на эмоциях, это ваш острый момент, потому что еще хуже будет. Паника или чего-нибудь еще будете плакать, может быть, даже. Успокойтесь. Все так, как надо. Ну что поделать, если что-то не по вашей вине идет не так. Все будет хорошо, ангелы с вами, у ваших родных все будет прекрасно. Говорите себе вот это на эмоциях, да, а не что-то там такое, то, что может еще больше ранить. Это как предупреждение, видите, как весь расклад по чуть-чуть, но вот есть эти предупреждения. Дальше давайте посмотрим с этой колоды. Но здесь как будто бы тень сменяется светом. Здесь вы приходите в нужное понимание, в нужную ситуацию, в нужное положение. И реально, как будто бы новые шаги будут с новой луной. Вот как новый месяц, загадывайте желание, денежками стучите, не знаю, как что-нибудь такое хорошее, но вот на новый молодой месяц обязательно вот увидите в небе, скажите. Как будто бы вот действительно к вам приходит вот это вот удача с этим. Да совсем, в принципе, даже с этим раскладом, потому что вы его уже слышите. Ангелы уже хотят вам это сказать, где на что обратить внимание и во что действительно углубиться, а что откинуть. Так. Все на уровень становится. Шаткое такое было, но становится на уровень. Девяточка. Девятка мечей — это не бери в голову, не бери на душу. Так, сам себе хозяин, это понятно. По четверке мечей выход, это точно выход из одиночества, из каких-то ситуаций обмана, выход из ссоры. Потому что ссора — это тройка мечей, да, когда болит сердце и реально там плохо. А здесь как вот ушел в одиночество, либо много людей, все равно один. Ну нет, здесь выход идет.
Здесь выход. Это переход через реально пережитое. Да, кое-что придется еще тянуть на себе, либо видеть, что происходит. Но все-таки вы идете своей дорогой, как говорится, да, и будет как примирение. Примирение с собой, примирение с человеком, нужным для вас в вашей жизни, и примирение с какими-то своими планами, действиями, опять же. Ну вот как-то так. Но не берите на душу, на сердце. Около вас человек, который очень сильно за вас переживает. Вот есть такой. Ой, как он переживает. Постоянно. Вот просто хочет в вас видеть вот этот огонек, как раньше. Какой-то удачи в глазах. Ну, вот как будто вы знаете, ой, у меня будет тут удача, а как раньше вы поступали. Вот немножко надо вот в хорошее что-то из прошлого, да, вернуться. Или опять притянуть к себе. Но очень сильно переживает какой-то человек. Так, еще что? Семерочка Пентаклей, это карта ожидания. Смотрите, не принимайте решения, как уже весь расклад говорит, по-быстрому, да, но по семерке, потому что здесь вот как остановочка, ну это карта ожидания. И не принимайте еще и вдобавок решения за кого-то другого. Можете посоветовать, но не принимайте решения за кого-то другого. Это вам будет не на руку. И для того человека будет не на руку. Пусть он сравнивает свое мнение, еще кого-то, и ваше, и тогда да. Тогда он скажет: о, спасибо тебе. Если будете настаивать, проиграете. Будьте аккуратны вот в этом. Потом не торопитесь с выводами. Если ситуация покажется непонятной, либо человек будет не так настроен, как хотелось бы, да, не торопитесь с выводами. Потом семерка и семерка, две карты подряд семерочки, как шаги, да. Остерегайтесь, кстати, быстрых денег, они могут принести проблемы. Если чувствуете напряжение, возьмите паузу. Вот по семерочкам как-то так. А вот по поводу быстрых денег, почему-то даже здесь вышло это. Ну да, дама пентаклей, деньги в руках. Тоже пентакли. Быстрые деньги. Я не знаю даже, как это объяснить. А как это объяснить, карты? Любовь. Остерегайтесь быстрых денег. Ну, смотрите, если кто-то скажет: ой, да я тебе заплачу, давай действуй. Смотрите аккуратней. Может быть, еще и не доплатят или не заплатят. Это если по-быстрому, ой, давай по-быстрому и получишь свои денежки. Будьте аккуратны вот в этом. А еще как понять? Я даже, может быть, вы сами поняли уже, да? Вот остерегайтесь быстрых денег. Это мне такой посыл идет. Это я проговариваю то, что вижу, то, что чувствую через все эти карты и энергообмен. Энергообмен, кстати, очень сильно связан с вами на этих раскладах моих. Я реально как будто рядышком. Или вы рядышком. Вот. Ну, такое. А что еще тут? Что еще тут? Ну да, есть что-то. Но здесь уже про то, что остерегайтесь, я сказала. Будьте аккуратнее, да? А по десятке мечей... Паш мечей. Ага, это компания. Будьте аккуратны, кто-то в компании может принести вам. Кстати, уж извиняюсь, тут насморк. Даже это. Это, конечно, не для всех, скорее всего, потому что расклад общий. Но что-то увидела, поэтому сказала. Есть такой, как маленький ребенок, слезы, насморк и в компании. Да, такое тоже может быть. Будьте аккуратны в этом. Потом поберегите глаза. Почему? От чего? Тройка жезлов — это огонь. Кстати, чтобы глазки ваши не болели, если много читаете, смотрите компьютер постоянно там, еще как-то, да, может, голова и глаза, раз тройка жезлов выходит, посмотрите на огонек свечи или еще как-нибудь там зажгите что-то себе.
комфорку, свечку, у кого есть камин, да, вот зажгите огонек натуральный и посмотрите какое-то время. Это как будто бы снимет с вас плохое что-то, как сгорит плохое, так говорят иногда. Ну, тоже можно сделать, потому что десяточка все-таки выходит. Еще одна была подсказка. Ну, дальше. Давайте смотреть эту стихию. Восьмерка воздуха. Тупик, кризис, прорыв. Тупик, кризис, прорыв. Посмотрите на то, что происходит под другим углом. Может, в этом развитие? Ну, подсказка такая. Какая-то такая вот такая. Не знаю даже, как ее сказать для вас. Сейчас. А ну. Колоду беру опять эту. Неделя перемен действительно. Кризис вы пережили. Так ведь? Хоть один кризис был, может даже что-то и сейчас не так. Был тупик, были тупиковые ситуации, но сейчас идет прорыв. Эта неделя, как будто действительно вы в нее входите, что карты сказали, более-менее вот так придерживаетесь, и в прорыв уходите. К концу недели вы это очень сильно почувствуете. Посмотрите на то, что происходит. Ну, посмотрите на то, что происходит. Может, реально под другим углом. Может быть, есть страх. А вот так вот сейчас делается, и я вот в этой ситуации, я в это время живу, и как мне быть дальше? Посмотрите под другим углом. Ты создан для того, чтобы реально пройти этот кризис или тупик, или что-то еще тяжелее, да, пройти. Поэтому судьба дает тебе шанс это все видеть, но и в то же время продолжать жить дальше. И придет время, когда вы будете, как вам сказать, благодарить судьбу за то, что вам было послано какое-то вот испытание, но вы его прошли себе во благо. И своим родственникам, ну самым близким, это больше всего здесь идет, как в моем видении, опять же идет как древо, очень часто зажигается вот этот огонек такой вот древа, да, как ваши потомки, ваши вот самые любимые люди, которые потом будут говорить вот тебе спасибо, что ты у нас был вот такой. Очень интересное время. Очень интересное. Но здесь я, по-моему, уже залезла слишком глубоко, а тут всего лишь расклад на неделю. Ну, как-то так. Наверное, не стоит этого делать, да, слишком глубоко, когда я уже даже потомков ваших увидела, которые говорят: «О, бывает так у меня, бывает». Иногда даже думаю, зачем? Сама же в этом не живу, а существую. Тяжело. Очень тяжело. Просто хочется сделать хорошо. И кто со мной, я очень верю, что у вас будет хорошо. Ну, чтобы и мне было хорошо, что это не зря, что я это все вижу. Вот. И так с вами поговорила, да, и про это тоже. Смотрите, для успокоения, вот по вот этим картам, да, не пытайтесь успеть, ну и восьмерочка здесь, если ты чувствуешь себя в клетке, по-любому выйдешь из нее. Может быть, даже эта клетка как защита. Наоборот, ты должна или должен быть в этом месте сейчас и в такой ситуации. Как защита, чтобы выйти действительно в нужное время и радоваться этой жизни. Вот тут идет такое, не пытайтесь успеть все прямо сейчас. Май, да, сделал свою работу. Теперь время дать результатам созреть. Ну, как бы, знаете, так, вдох, выдох, и самое сложное позади. Дальше только светлое. Вот хочется притянуть это. Ну, скорее всего, это действительно очень много такого светленького будет, как рассвет идет. Вот по чуть-чуть, но в вашу жизнь идет рассвет. Что сказать для радости? О, десятка выходит. Это конец мая, да?
Это не конец возможностей. Это время, когда открываются новые дороги, встречи, поездки, новые идеи. Сейчас работают на вас. Это все работает на вас, вся энергия вот эта вот. Впереди прекрасное лето. Это вам для радости. Вот. И вы входите в него в правильном направлении, как сказать, да, и с правильным настроем. Вот так скажу, ну, 10 выходит. Ну, давайте посмотрим для энергии, выздоровления психологического. Ну, здесь 7 кубков, это исполнение желаний, это когда ты действительно наконец-то понял, что тебе нужно, оттолкнул все, что не нужно, почистился, да. Все, что мешало, оно реально уходит вместе с весной. Могу даже так сказать в этом раскладе. Но сосредоточьтесь на радости. Вот это вот «но» обязательное. Сосредоточьтесь на радости. И тело ответит здоровьем. Как будто бы вы сами себя в эту последнюю неделю весны запрограммируете на здоровье. А когда есть здоровье, тогда и радости много. А когда и радость, тогда и здоровья много. Вы создатели своей реальности. Вы реально создатели своей реальности. Давайте дальше. Так, прочитаем гексаграмму. Воссоединение. Так, если я буду сейчас ошибаться здесь, не обижайтесь. Читаю. Воссоединение. Дорога вдвое короче, когда идешь вместе с другом. Угу. Удача улыбается вам, вас ожидает успех во всех начинаниях. Эта светлая полоса, эта светлая полоса во многом, ну, как бы в вашей жизни начинается, во многом связана с вашим умением находить общий язык с людьми. Светлая полоса. Вот она, светлая полоса, она уже рядом, раз карта говорит. Ну и, в принципе, да, с кем-то помиритесь, с кем-то новым познакомитесь. Нет, вам не надо в одиночку где-то отшельником ходить в этой жизни. Вы обязательно с кем-то будете на уровне вот своей радости, своего счастья. Это ваша энергия, действительно вот такое, что-то сильное, общий язык с людьми, да, а вы умеете, просто не всегда хочется, но умеете. Окружающие симпатизируют вам, вот, симпатизируют вам окружающие, идут навстречу в делах, вот, хотят, видимо, да, оказывают доверие. Воспользуйтесь этим, окружите себя помощниками и смело беритесь за осуществление своих планов. Новые дела принесут вам успех, старые дадут хорошие всходы. Смело завязывайте новые контакты, знакомства, они окажутся очень полезными. Не бойтесь мечтать, ваше желание скоро исполнится, обязательно исполнится. Еще раз беру эту колоду, хочу подвести к итогу, да, или как это сказать, давайте итог просто. Кратко по делу, итог по всему раскладу. Итог по всему раскладу хочется очень. Даже после вот этой гексаграммы она очень похожа на все это, но своими словами. А итог хочу посмотреть здесь. Главный результат недели с 25 по 31 мая. 5 кубков. Вот такая вот карта. Ага. Смотрите, главный результат вот этой недели, да, это наведение полного порядка и ясности. Во-первых, то, что карты подсказали, вот этот поток подсказал что-то плохое из дома выкинуть, а хорошее, наоборот, в вещичке какой-то занести, смотря что вы любите. Цветочек, пожалуйста, ложечку новую, ножик свой, только сами покупайте. Никаких подарков, только сами. Да, почему бы не внести новый ножик домой? Когда вносишь, ты как будто бы и несешь защиту для своего счастья. Потому что ты купил, у тебя, естественно, для себя самые лучшие пожелания. Поэтому это тоже очень хороший будет, как бы, как сказать, очень хорошая вещь для того, чтобы увеличить защиту своего дома. Даже так. А там можно и цветами, и, не знаю, календарик даже, что хотите. На что есть денежка маленькая там,
несите домой. Главное, что новенькое, и главное, что по душе хочу вот защиты, хочу очищения. Наведение полного порядка и ясности и в душе, и в делах каких-то, и в отношениях, и в своем доме. Вы закрываете, да, вы закрываете, это туз пентаклей, вы закрываете майские хвосты недоделанных дел, вы избавляетесь от неопределенности и четко видите свои дальнейшие шаги. Четко по тузу пентаклей вы видите свои дальнейшие шаги. Ментальное напряжение уходит с этой неделей, уступая место стабильности, по тузу физическому, да, есть такое восстановление, да, и готовности к новому счастливому этапу, когда ты уже готов и идешь. Давайте посмотрим эти волшебные слова. Влюбленные. Волшебные слова на эту неделю. Но если по этой карте, давайте так. С 25 по 31 мая в моей жизни воцаряется порядок. Мое здоровье восстанавливается, силы растут, я принимаю точные решения и с радостью иду вперед. Давайте еще раз повторю для вас. Можете даже просто вот прямо сейчас повторять за мной. Это ваш будет талисманчик на следующую неделю. Итак, с 25 по 31 мая в моей жизни воцаряется порядок. Мое здоровье восстанавливается, силы растут. Я принимаю точные решения и с радостью иду вперед. Аминь. Да будет так. Ну, вроде бы все. В принципе, если хотите, могу еще, вот кто досмотрел со мной до конца, да, не все, скорее всего, но если вы сейчас со мной, тот, кто со мной, это вообще ваш расклад, это сила. Она особенно в конце, я же в конце всегда говорю молитвы. Нет, вы их не будете слышать, я их сама говорю обязательно, когда заканчиваю, чтобы к вам шли энергии помощи, подсказок, оберегов. И не забывайте только на ютубе, не забывайте, если это все вырежется и мои видео опять же воруют, вы увидите, ну хотя бы предупреждайте тех людей, кто смотрит на других платформах, я только на ютубе. Ну, чтобы их не обворовывали в их энергиях. Давайте посмотрим так по-быстренькому уже напоследок, чтобы, допустим, сказать даже сейчас, а можете даже себе переписать на каждый день недели. Я такого еще не делала, но очень хочется вот именно сейчас, так как май заканчивается, прямо вот 31 воскресенья, да, а уже с понедельника новое лето будет. Понедельник, 25 мая, четверка кубков. Это, видите, это больше как такие слова. Запоминайте. Включаюсь в неделю спокойно. План есть, сил хватит на все. Что бы там ни происходило, спокойно. Включаюсь в неделю спокойно. План есть, сил хватит на все. Понедельник. Вторник, 26 мая. О, это клетка такая, ну неплохо тоже. Смотрите, здесь больше всего такие слова. Действую четко, по фактам, не отвлекаюсь на суету. Сижу там в своем мире, не отвлекаюсь на суету. Все идет как надо, я на своем месте и управляю ситуацией. Это больше даже идет на среду. Да, точно. Все на своем месте. Жизнь идет, бежит, бьет ключом, как говорится. Точно, я увидела эту подсказку, а карту еще не достала. А это среда, 27-е. Все идет как надо, на своем месте. И я управляю ситуацией. Угу. Вот так. Не знаю, надо это вам или нет. Слушайте, напишите в комментариях, кто до самого конца со мной. Интересно. Мне просто идет посыл,
И я даже не знаю, карту хватаю, да, но я уже вижу эту и карту, и вот ощущение, что надо сказать. В общем, так, повторяю. В конце повторю. Давайте четверг. Давайте четверг. Мне самой интересно. Серьезно. Можете отключаться, кому не интересно, но мне самой интересно. Четверг. 28-е. Влюбленные опять, да, вижу возможности, принимаю только правильные решения. Вижу возможности, и здесь выход, да, здесь треугольничек такой может быть, или там развилка, но принимаю правильные решения. Дальше я повторю потом все это в конце, и все. Пятница, 29-е. О, тут маг идет. Май завершается успешно. Все важные дела доведены до ума. Ну, маг. Как же он руку даже поднял. Отлично. Вы маг своей судьбы. Суббота, 30-е. Ну, здесь девяточка. Все, вот эта работа, восьмерка, работа шла. И здесь уже вот дорога намечена. Это значит, что суббота 30-го это больше как выдыхаю и отдыхаю. Моя голова свободна от лишних мыслей. От лишних мыслей. Потому что вот все на своем месте. Просто превосходно. И воскресенье. Это девяточка. Мысли. Душа у вас немножко вот иногда вот так вот может встрепенуться и поплакать. Но больше такие слова здесь идут. Весна позади. Хватит, мол, думать, да, по тем проблемам, которые были. Начинается что-то очень хорошее, новое, и все идет в мою жизнь. Итак, вот по этой карте воскресенье 35-е, 35-е. 35-е я сказала почему-то. 31-е. Вот так говорится. Весна позади. Я полностью готов или готова, да, к новому этапу и уверен в себе. И уверена в себе. Я уже прошел, что надо. Я готов. Вот так. Кстати, реально по вам кто-то очень скучает и переживает за вас. Ну все, на сегодня. На дне колоды девятка жезлов. Тяжести уже как будто забор выстроенный, и вы наконец-то проходите в свою дверь. Новые дороги будут интересными, очень интересными. Если надо кому, давайте я еще раз повторю вот эти вот интересные предложения. Я прям их запомнила, они как будто мне перед глазами написаны. Вот. Или все, или до свидания, до следующего расклада, да, оставайтесь со мной. Итак, кому надо. Понедельник. Сейчас. Включаюсь в неделю спокойно. План есть, сил хватит на все. Вторник. Действую четко, по фактам, не отвлекаюсь на суету. Среда. Все идет как надо, я на своем месте и управляю ситуацией. Четверг. Вижу возможности, принимаю только правильные решения. Пятница. Май завершается успешно. Все важные дела доведены до ума. Суббота. Выдыхаю и отдыхаю. Моя голова свободна от лишних мыслей. Вот, как бы сказали в субботу, и опять начнете на себя тянуть. Ни в коем случае. Воскресенье. Весна позади. Я полностью готов к новому этапу и уверен в себе. Вот такой вот расклад получился. Необычный, но желаю вам счастья. Огромного счастья. Пусть вот с этой недели уже многое что будет меняться на всю вашу жизнь, чтобы вот именно как ключик такой с этого расклада шла энергия для вас, чтобы действительно все менялось и действительно в лучшую сторону. Ну, либо, может, не менялось, но тогда укреплялось, да, в лучшую сторону. Все. Всего хорошего, расклад длинный, но мне приятно, что вы со мной и я с вами. Еще раз всего доброго, до встречи, до следующего видео.